Кто из нас не держит на кухне на отдельной полке баночку или упаковку ароматной гвоздики? Согласитесь, что внешне эта популярная пряность действительно похожа на мелкие гвоздики. Но знаете ли вы, что эти маленькие ароматные бутоны могут влиять на здоровье? Мы уверены, что вы очень следите за своим самочувствием. Поэтому смотрите это видео до конца, ведь сегодня мы собрали для вас много полезной информации, и пока вы смотрите, пишите в комментариях. В какие блюда вы обычно добавляете гвоздику? Популярная пряность получается с помощью особых способов обработки из бутонов гвоздичного дерева. Это прекрасное растение является представителем семейства миртовых, а его историческая родина признана Малайзия и Индонезия. Гвоздика использовалась в традиционной медицине на протяжении веков и до сих пор занимает значимое место во многих блюдах. Азиатской кухне она обладает сильным резким вкусом и ароматом, которые можно использовать для придания глубины соленым блюдам, а также десертам. Наряду с кулинарным использованием гвоздика также оказывает ряд полезных для здоровья действий, но имеет и целый ряд противопоказаний, о которых мы поговорим чуть позже. Высушенные бутоны пряности гвоздичного дерева имеют на редкость насыщенный состав, а по количеству витаминов эта специя способна составить конкуренцию самым дорогим аптечным наборам, поэтому, положив щепотку пряности в блюдо, мы уже получаем пользу, но не стоит спешить с выводами, ведь такой богатый состав при некоторых болезнях. Что касается калорийности 100-граммовой порции душистой гвоздики, то она равна 323 единицам. Конечно, эта цифра вызывает вполне обоснованные опасения у тех, кто заботится о своей фигуре. Но съесть за один раз такое количество элегантной специи не под силу ни одному человеку. Как правило, чтобы придать блюдам более яркий вкус, требуется всего 1 чайная ложка молотой гвоздики, что в чистом виде составляет всего 2 грамма продукта, при этом энергетическая ценность такой порции равна всего 7 килокалориям. Именно поэтому ароматные бутоны тропического дерева активно используются в программах по снижению веса. Благодаря богатому составу гвоздика является эффективным природным средством. К настоящему времени эта специя хорошо изучена специалистами, поэтому вполне обоснованно признана отличным профилактическим средством. Ведь гвоздика насыщенная антиоксидантами, которые обеспечивают защиту организма от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами, тем самым снижая воспаление и замедляя процесс старения. Не стоит забывать, что антиоксиданты также могут помочь снизить риск некоторых видов рака и сердечных заболеваний. Кроме того, гвоздика содержит противовоспалительным и соединения, которые уменьшают боль, связанную с заболеваниями суставов, например, такими как артрит. Это лекарственное растение имеет чрезвычайно богатый состав в бутонах. В большом количестве содержится каротин, аскорбиновая кислота, токоферол и витамины группы В. Содержание минералов представлено железом, магнием, калием, фосфором, селеном и цинком. Кроме того, бутоны содержат гликозиды и дубильные вещества. Безусловно, самым ценным компонентом гвоздики является эвгенол, входящий в состав эфирного масла. Что произойдет с организмом, если каждый день жевать гвоздику? Разжевывание гвоздики является весьма полезным. Гвоздика обладает противомикробными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые помогают бороться со скоплением зубного налета, гингивитом и прочими болезнями полости рта. Как показали исследования, с помощью гвоздики можно остановить рост 4 различных видов бактерий, провоцирующих болезни десен, благодаря тому, что эта пряность богата эвгенолом, который защищает печень от повреждений и препятствует развитию цирроза. Жевание гвоздики способствует улучшению функционирования печени. В дополнение, это соединение может увеличить секрецию инсулина, улучшить толерантность к глюкозе и функцию бета-клеток, таким образом снижая уровень глюкозы в крови. Если регулярно жевать гвоздику, это будет способствовать хорошему пищеварению за счет активных соединений, стимулирующих выделение пищеварительных ферментов
и помогающих ускорить процесс пищеварения. Также гвоздика снижает кислотность желудка, способствует уменьшению газообразования и устраняет приступы тошноты. Бутоны гвоздики являются отличным источником марганца, кальция и магния, а это наиболее полезно для формирования костей и, конечно, способствует их здоровью. Гвоздику можно использовать для лечения ряда респираторных заболеваний, таких как бронхит, астма, простуда и кашель. В первую очередь это связано с противовоспалительными свойствами гвоздики, благодаря которым уменьшается воспаление в органах дыхания. А если жевать гвоздику ежедневно в течение 1 месяца, то с каждым днем можно наблюдать улучшение кожи, угревая сыпь, и различные виды воспалений просто-напросто исчезнут. Как правильно жевать гвоздику? Гвоздику в сушеном виде нужно жевать. Можно не выплевывать, это абсолютно не опасно. Здесь главное разжевать ее дольше. А после этого либо проглотить, либо выплюнуть. В течение дня можно жевать 1-2 бутона. Но подходить к этому нужно индивидуально, если будут ощущаться побочные эффекты, то к этому способу лучше не прибегать. И, конечно, мы будем благодарны, если вы поделитесь своим опытом или мнением, приходилось ли вам жевать гвоздику, и какой эффект вы получили. Помимо жевания гвоздики, чай с гвоздикой обладает целебными свойствами. Для заваривания хорошего чая используются только бутоны надлежащего качества. Проверить это легко, если вы нажмете на бутон, и он начнет выделять масло, то из этой гвоздики получится превосходный душистый напиток. Есть и другой способ проверить свежесть. Гвоздики, подходящие бутоны при погружении в кипящую воду, будут плавать вертикально или опустятся на дно сосуда. Если гвоздика плавает на поверхности сама по себе, в горизонтальном положении, то толку от нее нет. Гвоздику для чая можно класть в виде целых бутонов или раздавить в ступке. Она хорошо будет сочетаться с корицей, кардамоном, ванилью. Существует много способов приготовления чая, который полезен при различных заболеваниях. Самый простой способ его приготовления – это взять 2 бутона гвоздики и ваш обычный чай. При приготовлении классического чая гвоздику добавляют в заварочный чайник. После продолжительного настаивания можно начинать пить чай. А вот согревающий чай с гвоздикой, корицей и имбирем способствует улучшению пищеварения, снижению аппетита и сжиганию жира. Для приготовления на 300 мл воды берут столовую ложку черного или зеленого чая, щепотку корицы, 3 бутона гвоздики и ломтик натертого имбиря. Все компоненты заливают кипятком, настаивают в течение 15 минут. Напиток необходимо употреблять утром. При умеренном употреблении гвоздика обладает многими преимуществами для здоровья. Однако существует и ряд противопоказаний. Гвоздика достаточно жгучая пряность и может раздражать слизистую оболочку желудка, по этой причине ее не стоит использовать людям, страдающим язвенной болезнью. Данная специя противопоказана к употреблению беременным и кормящим матерям, больным гастритом с повышенной кислотностью при индивидуальной непереносимости. В заключение следует отметить, что важно употреблять гвоздику умеренно и всегда консультироваться с врачом. Если вы не до конца уверены в ее пользе, лучше не экспериментировать с жеванием, а просто выпить чай с гвоздикой. В любом случае, употреблять гвоздику надо разумно, тогда она станет отличным дополнением к любому рациону. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Полезные советы». До новых встреч!